Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такой очаровательный беретик крючком. Давайте рассмотрим поближе. Боковая часть состоит из мотивов, цветочков нежных и милых. Вязать такой беретик очень просто. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Размер такого берета у меня получился. Так, сейчас померяем диаметр. Вот 26-27 сантиметров. Но если вы любите беретики пообъемнее, я в конце видео расскажу, как сделать его побольше размером, чтобы макушечка была поглубже. Также можно сделать любую длину вот этой каймы боковой. Вязание этого беретика мы начнем с провязывания ленты из цветочков, потом свяжем нижнюю часть, ободочек, и будем завершать уже провязывание макушки берета. Вязать такой берет очень быстро, легко, получается нарядный, красивый беретик. Можно вставить вовнутрь подкладку, какой-то, может быть, фетровый беретик, но это смотря в какую погоду вы будете его носить. На весну, осень вполне достаточно, я думаю, и такой толщины. Но если вы планируете носить зимой, то можно сделать и подкладку к нему. Если вам понравился такой беретик, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Спасибо, что не пропускаете рекламу, смотрите ее. Я это вижу, мне это очень помогает. На этот берет у меня ушло 45 грамм пряжи. Итак, вязать этот берет я буду из ниток Alize Super Lana Classic двух цветов. Молочный цвет это Color 310. И вот такой приятный бежевый цвет 05. 75% акрила, 25% шерсти. Пряжа очень мягкая, не колючая, специально выбирала, чтобы беретик был приятным в носке. Так, и в 100 граммах 280 метров. Вот такая толщина нити. Крючок буду использовать 4 миллиметра. Также понадобится крючок номер 2 и номер 3, ну любой потоньше, чтобы прятать хвостики ниток. У нас будет много хвостиков. Ну и ножнички, чтобы обрезать нитку и менять на другой цвет. Ну, давайте приступим к работе. Итак, вяжу крючком 4 миллиметра. Делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика. 2 воздушные петли, 1, 2, накид. В это же колечко мы провязываем столбик с накидом не до конца, накид, и сюда же провязываем еще один столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке, закрываем. Выполнили начальный кластер из 3 столбиков с накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В это же кольцо вяжем еще один кластер из 3 столбиков. Первый столбик не до конца, второй столбик с накидом не до конца, накид, вяжем 3 столбик, закрыли накид, 4 петли на крючке, закрываем.
2 кластера готово, 3 воздушные, 1, 2, 3. Нам нужно провязать еще 4 кластера, между ними арочки из 3 воздушных петель. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Подошли к концу ряда, провязали последние 3 воздушные петли и делаем соединительный столбик в вершину начального кластера. Соединили. Вот такой цветочек у нас получился. Все, делаем закрепку, нитку отрезаем, связали цветочек. Нам нужно связать сейчас таких 12 штук. Вяжем одинаковые цветочки, но не меньше. Когда будет у нас готова лента, боковая часть нашего беретика, мы померяем, и, может быть, придется подвязать 1-2 цветочка, но это уже будем ориентироваться по ходу работы. Сейчас самостоятельно вяжем еще 11 таких цветочков, и далее будем вязать вместе. Итак, мы связали цветочки. Ниточку, которая у нас выходит из середины, мы можем сразу все их отрезать. Мы их обвязали, когда вязали первый ряд. А вот этот хвостик сразу вплетаю, это изнаночная сторона, и в несколько воздушных петель вдоль арочки и его спрячем, чтобы потом не забывать его обвязывать. Вот так. Сейчас мы будем вязать второй ряд бортика. Я для примера связала уже вот 4 цветочка, соединила. Это у нас второй ряд. И при провязывании второго ряда соседнего мотива мы будем соединять к предыдущему мотиву. Соединили, вяжем следующий мотив и присоединяем к соседнему. Вот такую полосочку мы сейчас с вами свяжем и потом померяем ее длину. Хватит ли нам 12 цветочков по диаметру, или, может быть, еще один связать. Вот длина 4 у меня получается 22 сантиметра. Но еще я не увлажняла, не стирала, может быть, потом и растянется после стирки. Итак, берем цветочек, присоединяем нитку к любой арке. Так, крючок 4. Ближе к правому уголочку. Вяжем второй ряд, столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В эту же арку хвостик новой нитки мы также обвязываем. Провязываем столбик без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в эту же арку, и еще 3 воздушные, и сюда же в эту арку еще один столбик без накида. Итого у нас 3 петельки из 3 воздушных петель на этой арочке. 1, 2, 3. 3 арки из 3 воздушных. Переходим к следующей арке. Хвостик этот мы обвязали, можно также его отрезать, никуда он не денется. В следующую арку также вяжем столбик без накида. И снова 3 арки. 1, 2, 3. Столбик без накида сюда же в эту арку. 1, 2, 3. Столбик без накида сюда же. И третья арка. 1, 2, 3. Столбик без накида сюда же. Вот так, 3 петельки.
Переходим к следующей, столбик без накида в следующую арочку. 1, 2, 3 воздушные, столбик без накида. 1, 2, 3, столбик без накида. 1, 2, 3, столбик без накида. На каждой арке у нас по 3 арки из 3 воздушных. Давайте обвяжем еще 1, 2, 3 арки самостоятельно и встретимся. Провязали последние 3 арочки и делаем соединительный столбик в первый столбик без накида. Все, закрепляем и нитку отрезаем. Второй ряд у нас готов. Сейчас начнем обвязывать другой цветочек и сразу будем его присоединять. Итак, крепим нитку к любой арке. Хвостик обвязывать не забываем. Столбик без накида сюда, в эту арку. 3 воздушные, 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Провязали 3 арочки, переходим к следующей. Столбик без накида сделали, еще 3 арки. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик. 3 воздушные. Столбик. Так, 2 арки обвязали. Ну все, давайте начнем соединять. Итак, столбик без накида в следующую арку. Я на экране сейчас поставлю схему соединения мотивов. Можете сделать скрин. Итак, делаем 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида в эту арку. И следующая арка у нас уже будет соединяться с соседним мотивом. Итак, делаем 1 воздушную петлю и смотрим внимательно. Вот у нас 3 петли на одной арке. Правую пропускаем, к средней присоединяем, вставляем крючок в среднюю арочку, смотрим, чтобы изнаночные стороны были вовнутрь, и делаем соединительный столбик. Еще 1 воздушная петля, довязываем арку и делаем столбик без накида в эту же арку на втором мотиве, который мы сейчас с вами провязываем. Арочка готова. Делаем следующую арку. 1 воздушная петля и присоединяем к следующей арке на первом мотиве соединительной петлей. 1 воздушная петля еще, чтобы было 3 воздушные арка, и в эту же арку провязываем еще 1 столбик без накида. Все, эту арку мы обвязали. У нас на ней 1, 2, 3 арочки. 2 из них у нас соединены с соседним мотивом, а первая у нас свободная. Переходим к следующей арке. Столбик без накида. Вяжем также по схеме. 1 воздушная петля и еще 2 арки нам нужно соединить. И каждый мотив у нас соединяется на 4 арках друг с дружкой. Так.
следующую арку вяжем соединительный столбик, 1 воздушная петля, столбик без накида в эту же арку. 3 арочками соединили и еще раз 1 воздушная петля, соединяем, еще 1 воздушная, столбик без накида. А третья арка будет свободной. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик без накида в эту же арочку. Все, соединили 2 мотива. Далее вяжем по схеме. Столбик без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида, 1, 2, 3, столбик без накида. И в последнюю арку давайте вместе ее обвяжем. Столбик без накида и снова 3 арки. Один, два, 3, столбик без накида и соединяем в начальный столбик без накида соединительной петлей. Все, второй мотив готов. Продолжаем обвязывать все наши цветочки, собираем это в ленту. Я сейчас соединю вот с первым образцом, вот так сразу, вот здесь 4 арки и здесь 4 арки. Давайте сделаем 12 цветочков в ленту, померяем длину и посмотрим, нужно нам будет дополнительные цветочки вот такие вязать или нам хватит столько элементов. Итак, давайте еще раз внимательно посмотрим, как мы соединяем мотивы между собой. 4 арки соединены, потом 1, 2, 3, 4, 5 свободных, 4 соединяем, 5 свободных. Также на другом мотиве 5 арочек свободные сверху и снизу, а по 4 арки с каждой стороны мы соединяем. Итак, я провязала 12 мотивов, соединила их между собой. Вот последний не довязала. Померила длину ленты, которая у меня получилась, и мне кажется, что она мне маловато. Вот она у меня 66 сантиметров или 67, если, ну, это в нерастянутом виде, может быть и 68. Хочу еще все-таки связать я один цветочек, провяжу. Так, где у меня лента? Сейчас померяем. Так, вот. Да, 66 сантиметров не растянутая. Конечно, после стирки она потянется. Нет, сделаю еще пару цветочков даже, наверное. У меня будет не 12, а 14 мотивов. И когда буду довязывать последний мотив, присоединю его к первому. Закольцуем наш ободок беретика. Ну вот, я довязала наконец-то эту полоску. Все-таки остановилась и сделала 13 цветочков. Мне кажется, после стирки еще потянется. Я не люблю, когда берет очень объемный. И решила, что 13 мотивов мне хватит. Сейчас мы с вами провяжем нижнюю часть беретика, а потом будем вязать макушку. Итак, я беру нитку теперь молочного цвета, которым вязали цветочки. И смотрим внимательно. Вот у нас соединены 2 мотива. И следующая, первая вот свободная арка. К ней присоединяем нить. Так, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это у нас начальный столбик с накидом.
накид. В следующую арку провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. В следующую, в среднюю арку, 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Провязали. В следующую арку 2 столбика с накидом. 1, 2. В следующую арку провязываем сначала 1 столбик с накидом. И теперь делаем сплит. Первую ножку сделали накид, провязываем в эту же арку столбик с накидом не до конца, накид. Вторую ножку вяжем в следующую арку, она у нас уже на следующем мотиве. Вот первая из 5. Провязали накид, 3 петли на крючке, закрываем. Это у нас сплит из 2 столбиков с накидом. И в эту же арку, куда мы делали вторую ножку, провязываем еще 1 столбик с накидом. В следующую арку 2 столбика. 1, 2. В следующую, в среднюю, 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В следующую 2 столбика. Первый, второй. И в последнюю свободную 5-ю арку провязываем столбик с накидом. И теперь сплит. Первая ножка сюда же, накид. И вторая ножка уже у нас идет на следующем мотиве в первую арочку. Провязали сплит. Сюда же в эту арку провязываем еще 1 столбик с накидом. Вот что у нас получается. Так вяжем по кругу и встречаемся в конце ряда. Подошли к концу ряда. Осталось провязать последний сплит. Первая ножка, вторая ножка, закрываем и делаем соединительный столбик 1, 2, 3 в третью воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом. Все, первый ряд у нас готов. Ниточку отрезаем. Вот что у нас получается. С другой стороны нашего ободка мы будем вязать точно так же. Так что можете запомнить этот первый ряд или сразу обвязать и вторую сторону, второй край нашей ленты. По такому же принципу будет вязаться первый ряд и с другой стороны. Так, вяжем второй ряд. Беру нитку бежевого цвета, темного, и присоединяем. Вот у нас закончился ряд. Сплит. К следующему столбику мы присоединили конец ряда. И в следующий столбик, вот у нас 2 столбика в арку, к первому столбику присоединяем ниточку. Прикрепили 2 воздушные петли, 1, 2. Это у нас вторая ножка сплита. Этот сплит мы доделаем в конце ряда. Теперь в следующие
6 столбиков провязываем по столбику с накидом. 1, в следующий 2, в следующий 3, 4, 5, 6. Провязали 6 столбиков. Это у нас ножка сплита, мы ее не считаем. И теперь нам нужно сделать сплит. Итак, накид. В следующий столбик вяжем первую ножку. Накид. Пропускаем 3 петли. 1, первый столбик, сплит и еще один столбик. Вот 3 петли. И в следующую вяжем вторую ножку. 1, 2, 3, пропустили. 3 петли на крючке, закрываем. Сплит готов. Теперь снова вяжем 6 столбиков с накидом. 1, в следующий столбик 2, 3, 4, 5, 6 и снова сплит. Накид, первая ножка в следующий столбик, столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке, накид, пропускаем 1, 2, 3 и в следующий столбик вяжем вторую ножку, закрываем. Все, снова 6 столбиков сплит. Продолжаем вязать так по рисунку. Встречаемся в конце ряда. Провязали последние 6 столбиков. Теперь нам нужно доделать сплит, накид, столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке. Вставляем крючок в третью воздушную петлю подъема, в вершину второй ножки, подхватываем нить и протягиваем через все петли на крючке. Вот. Сплит доделали, готов. Так, провязали второй ряд. Второй ряд с этой стороны у нас также будет повторяться. Вот первый, второй аналогично вяжется и с этой стороны нашей ленты. Далее будет все отличаться. Итак, делаем соединительный столбик в следующий столбик, вяжем третий ряд, воздушная петля подъема и столбик без накида в этот же столбик. Выполнили начальный столбик без накида. Так, в следующий столбик без накида, в следующий, провязали 6 столбиков, подошли к сплиту, его пропускаем и в следующие 6 столбиков провязываем по столбику без накида. Так, у меня тут ниточка немножко рассоилась. Провязали 6 столбиков, пропускаем сплит, снова вяжем 6 столбиков без накида. Так вяжем по кругу. Это у нас третий ряд. Далее подходим к концу ряда, делаем соединительный столбик в вершину начального столбика. И четвертый, пятый ряд также провязываем столбиками без накида. У нас получится третий, четвертый и пятый ряд столбики без накида. Здесь мы не делаем никаких убавочек. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Это у нас будет край нашего беретика. 3 ряда столбиков без накида. Ну вот, провязала 3 ряда столбиками без накида.
Это край нашего беретика. Все, нитку я отрезаю. Переворачиваем. И будем обвязывать верх берета. Сейчас мы сделаем аналогично этому краю 2 ряда, провяжем светлой и потом темной ниточкой, столбиками с накидом. Также будем по уголочкам делать сплиты, убавки. Давайте сделаем эти 2 ряда самостоятельно. Повторим первый и второй ряд и встретимся. И начинать будем вязать. Вот здесь мы заканчивали нижнюю часть беретика. Вот вверх, вот давайте вот с этой арочки начнем вязать. Чтобы это у нас был как бы задний шов. Шва у нас тут, конечно, не будет, но пусть у нас соединение будет уже в одном месте. Итак, мы провязали 2 ряда молочным и бежевым цветом. Вот что у нас получается. Вяжем 3-й ряд. Остальную часть берета мы будем вязать вот этим темным цветом. Итак, 2 воздушные петли, 1, 2, накид и в следующий столбик с накидом. Мы выполнили начальный сплит, убавочка из 2 столбиков с накидом. Далее в следующие 5 столбиков по столбику с накидом, 1, 2, 3, 4, 5. И теперь снова сплит. Первая ножка в вершину сплита вот этой убавки. Так. Столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке, накид, а вторая ножка в следующий столбик. Закрываем 3 петли. Теперь 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков. И снова сплит. Первая ножка в вершину сплита. Накид. Вторая ножка в следующий столбик. Как убавочка у нас получается. Снова 5 столбиков. Так, продолжаем вязать до конца ряда и делаем соединительный столбик в вершину начального сплита. То есть вершину первого столбика с накидом. Это у нас вершина. Это у нас 3-й ряд. Далее вяжем 4-й ряд. Он вяжется так же, как и 3-й ряд. Только мы провязываем не 5 столбиков, а 4 столбика. И далее снова идет сплит. Первая ножка у нас идет в вершину сплита, вторая ножка в следующий столбик. И снова 4 столбика. Это 4-й ряд. Далее 5-й ряд. Также делаем сплит начальный. И далее 3 столбика идет. У нас будет беретик уменьшаться. Потом снова делаем сплит. Первую ножку в вершину сплита, вторую ножку в следующий столбик. И 3 столбика с накидом. Это у нас 5-й ряд. 6-й ряд делаем убавки через 2 столбика с накидом. 7-й ряд делаем через 1 столбик с накидом убавки. Давайте провяжем до 7-го ряда и встретимся. Сейчас вяжем 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й ряд самостоятельно.
Схему убавок я сейчас, наверное, прикреплю на экране, так будет удобнее. Можете сделать скрин экрана. Итак, мы провязали 7 рядов верхней части беретиком. Вот что у нас пока получается. Очень красивый беретик. Нам осталось провязать всего несколько рядочков, закрыть макушку. 8 ряд мы провяжем просто столбики с накидом в каждый столбик. Итак, давайте начнем вязать вместе 8 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Так, в следующий столбик с накидом, в следующий. Провязываем только столбики с накидом. В этом ряду мы убавки не делаем. Все вяжем самостоятельно. И встречаемся в конце ряда. Провязали последний столбик с накидом и делаем соединительную петлю в 3-ю воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с накидом. Соединили. 8 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. В следующем, в 9 ряду мы будем делать одни убавки. Итак, 2 воздушные петли, 1, 2, столбик с накидом в следующий столбик, это начальный сплит из 2 столбиков с накидом. На следующих 2 столбиках также вяжем сплит, первая ножка, вторая ножка, 3 петли закрываем, сделали убавочку. На следующих 2 также провязываем убавку. И так вяжем по кругу. Здесь у нас убавочки идут. Вот что у нас получается. У нас осталось маленькое отверстие. И также закрываем его убавками. Давайте сделаем мы сплиты не из 2 столбиков, а из 3. Чтобы окончательная дырочка у нас была совсем маленькая. Итак, сделаем 2 воздушные петли. Это первая ножка. Вторая ножка в следующий накид. И третья ножка в следующий сплит. 3 петли закрываем. Это начальный сплит. И снова делаем первая ножка в следующий сплит. Накид. Вторая ножка. Третья ножка. 4 петли закрываем. И еще один сплит. 1, 2, 3 закрываем. И последний 4-й сплит. 1, 2, 3. Соединяем вершину начального сплита. Все, ниточку отрезаем. У меня вообще не осталось никакой дырочки здесь. Если есть какое-то отверстие, то можно кончиком нитки иголочкой затянуть. Вот что у нас получается. Все, кончики ниток я буду отрезать после влажной обработки. Я постираю, потом отрежу, потому что после стирки он немножечко растянется, беретик, и нитки могут повыскочить. Поэтому вначале постираю, потом отрежу все кончики ниток. Вот так он выглядит на изнанке. Все аккуратненько. Если хотите беретик немножко пообъемнее, то можно делать убавки
не на каждом мотиве, у нас получается по 12, но у меня в данном случае по 13 убавок в каждом ряду, а можно делать через один мотив. Например, здесь сделали убавку, здесь просто провязываем столбики, убавки не делаем, а через мотив делаем убавки. И у нас получится не по 12 убавок в каждом ряду, а по 6. Тогда он будет пообъемней, и вот верхняя часть у нас будет повыше. Но это кому какой больше беретик, какая форма нравится. Я люблю маленькие беретики, поэтому вязала по схеме, которую показывала на экране. Ну, вот такой очаровательный беретик мы с вами связали. Как видите, вязать его легко, просто. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!